Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в комментариях под любым видео на канале. Также напоминаю вам о том, что у нас есть второй закрытый канал на Boosty. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале. Потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Для этого существует второй закрытый канал. И я благодарю всех подписчиков, которые с нами на закрытом канале на Boosty уже с прошлого года. Вы помогаете нам становиться лучше, друзья. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Благодарю вас за то, что вы есть у нас. Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады и консультации, обряды и обрядовые свечи, которые мы делаем из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами и личными раскладами прошу обращаться ко мне в личку. Если не нашли мой номер телефона, напишите мне комментарий под любым видео, и я вам обязательно отвечу. А с нами сегодня карты Элизиум снов и теней. Здравствуйте, карты! Напоминаю вам о том, друзья, что именно в этой колоде есть два ряда старших арканов. И если выпадет вдруг два шута или две верховные жрицы, не удивляйтесь, такая вот интересная колода с теневой и со светлой проработкой. А сегодня мы с вами поговорим о Анастасии Волочковой. Что произошло с заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой, российской артисткой балета и танцовщицей, и почему она злоупотребляет алкоголем и мужчинами, как говорят, да, то, что видели ее неоднократно с разными мужчинами. Что происходит в жизни Насти, какая она сама по себе, по своей сути. Начнем с истоков, начнем с ее детства, с характеристики личности, а потом доберемся до ее личной драмы и трагедии, которые происходят у нее в жизни, и счастлива ли вообще Настя, давайте узнаем. Характеристика личности Анастасии Волочковой. Карты покажите нам, пожалуйста. Характеристика личности Анастасии Волочковой, ее основная суть. Что происходит в жизни Анастасии Волочковой, что происходит внутри нее, вернее, да, ее характеристика личности, ее основная суть. Характеристика личности. Характеристика личности Анастасии Волочковой, ее основная суть. Карта кот. Вообще карта кот обычная, когда появляются коты у нас во снах, да, помните, это как обман. Если мы проснулись, и если нам приснились котики, не нежные, милые, пушистые, а черные коты или какие-нибудь драные коты, больные коты, мы обычно говорим к обману, либо какой-то не очень приятной ситуации в жизни. Так вот здесь кот как раз выпал черный. И черный кот — это загадка. Я для всех загадка. Я скрываю свою основную суть, и то, что вы видите, это не настоящее я. Я смеюсь, я на людях такой экстраверт, балагур, шут, фрик, может быть, даже, да, но в то же время вы абсолютно точно не знаете моей основной сути, моей души. Вы до нее не добрались, и никому до нее не добраться. Я сама для себя загадка. Здесь человек по этой карте может быть как патологическим лгуном, так и хитрить специально. Прекрасно осознает Настя то, что она кому-то врет, подбирает, да, но говорит эту информацию специально, либо для того, чтобы сделать такой вброс в СМИ, для того, чтобы они говорили, либо просто для того, чтобы посмеяться и потом со стороны понаблюдать, что они говорят, да, то есть вот она любит какие-то такие скандалы, интриги, расследования, чтобы про нее говорили, самое главное, чтобы они не забыли. Здесь карта кота выражает вообще глубокую душу на самом деле, глубокую страдающую душу, страдания которой тянутся с детства, с юности, вот что-то у нее надломилось внутри нее, когда было отрочество, да, когда она понимала прекрасно, что происходит в ее жизни, в ее судьбе, но сейчас эту тайну она скрывает и никому она не расскажет. Она боится безумно одиночества, тем не менее она сама себя делает одинокой. Буквально недавно, на днях, я делала расклад человеку, которого вышла карта отшельника, которому я сказала, что он одиноким делает сам себя. Вот тут та же самая ситуация. Вроде бы человек хочет вокруг себя иметь много мужчин, много людей, да, много интересных каких-то связей, знакомств, в хорошем смысле этого слова. Однако человек сам себя закрывает в какой-то кокон.
в какой-то угол. То есть сам человек себя не познал, и сам человек сам себя не полюбил. Вот здесь душа, не полюбившая сама себя, душа, не раскрывшаяся для самой себя, и поэтому человек к ней притягивается именно такой, для того, чтобы проработать ее карму в этой жизни. Она свою карму в этой жизни не отрабатывает и не прорабатывает. Она даже для самой себя загадка. У нее есть была, вернее, какая-то определенная цель в жизни, а сейчас она, вот знаете, как вот пустилась во все тяжкие. Но это не потому, что она так хочет, а потому что ее душа разрывается от негодования, от обиды, какой-то горести. Я не могу рассказать вам, что со мной происходит, потому что вы меня все равно не поймете. Вот я для вас как открытая книга, хотя на самом деле это далеко не так. Итак, что мы видим здесь по характеристике личности? Если говорить общими словами, человек на самом деле очень замкнут, очень одинок в глубине души и боится этого одиночества, однако не может себя подарить этому миру, правильно преподнести так, как она действительно считает нужной. Она очень начитана, она очень грамотна, она очень хитра, интересна, изворотлива, но тем не менее она показывает себя совершенно абсолютно другой женщиной, какой мы ее видим, собственно говоря, на экранах телевизора. У нее нет друзей, она так считает, у нее нет врагов, она тоже так считает, да, у нее есть просто люди, которые говорят о ней, и которые говорят о ней в недобром ключе. Ну пусть так и будет, считает она. Пусть лучше так, чем совсем никак, чем я совсем останусь одинока. Вот такая интересная, заблудшая, замкнутая душа у Анастасии Волочковой. Это характеристика ее личности. По карте Кот, кстати говоря, человек очень нуждается в романтике, очень сильно нуждается в любви. Однако не может и не умеет ее принимать, и не умеет любовь дарить так, как именно это необходимо мужчине, например, да, то есть она хочет с собой рядом иметь мужчину, но она не знает, как правильно подарить ему эту любовь. Друзья, извините, у меня расфокус небольшой. Это характеристика личности Анастасии Волочковой. Ее сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны Анастасии Волочковой. Сильные и слабые стороны заслуженной артистки России Анастасии Волочковой, ее сильные стороны, ее слабые стороны. Раскроем ее суть основную, друзья, а потом перейдем уже к таким насущным проблемам, скажем так, да, в ее жизни. Ее сильные стороны. Карта смерть, она очень легко подстраивается под обстоятельства. Она легко перерождается, легко меняется, как я вам сказала, да, совершенно не тот человек, каким кажется. Вот это ее сильная сторона. Она отключает и блокирует в своей голове функцию стресса и включает функцию стрессоустойчивости. И она легко балансирует в абсолютно любом событии, какое бы ни случилось на ее жизни, да, даже если это событие не приносит ей особо никаких удовлетворений. Это ее сильная сторона. Ее слабая сторона – тройка жезлов. Наблюдать за тем, как на нее смотрит общество, как на нее смотрит социум. Она слишком от этого зависима. Она слишком зависима от мнения окружающих, от людей, которые ее окружают, даже если эти люди абсолютно неинтересны. Она зависима от слежки за мужчиной, который ей интересен, допустим, да, может быть, ковыряется в его телефоне, смотрит смс-ки или куда-то там пошел, да, очень ревнива вот в этом плане. Если вот мужчину она действительно любит, если мужчина действительно ей дорог, то она начинает следить, может даже докатиться до такого, что докатиться — это очень грубое слово, простите меня, друзья, дойти до такого, что наймет там частного детектива, да, и будет следить за тем мужчиной, который ей действительно очень интересен. Вот такая у нее есть черта, и это слабая ее черта, это выражает ее слабость. Однако сильная черта, она выпала под старшим арканом 13-м смерти, она гораздо ярче, гораздо сильнее для Анастасии, она скрывает то, что она ревнива, она может этого совершенно не показывать, однако в глубине души ее терзают те самые черные кошки, которые выпали на ее характеристику личности. Вот такие сильные и слабые стороны. В чем счастье и в чем личная драма Анастасии Волочковой? У каждого из нас счастье свое, определение оно такое тонкое, глубокое, определение слова «счастье». Я всегда об этом говорю, когда рассматриваю этот вопрос. В чем счастье и в чем личная драма Анастасии Волочковой? В чем вот выражается ее счастье? Она счастлива, когда что? В чем счастье? В чем счастье и в чем личная драма Анастасии Волочковой? В чем ее счастье? Флирт. Она любит флиртовать. Возможно, здесь, кстати говоря,
психологические расстройства мы еще будем смотреть, да, возможно, здесь присутствует пограничное расстройство личности. Здесь я люблю флиртовать, я люблю заигрывать, вот это моя прямо слабость, вот это мое счастье, я люблю, когда на меня смотрят, люблю, когда на меня обращают внимание, когда я красиво, роскошно одета, когда у меня все на виду, когда мужчины меня хотят, да, то есть вот в этом ее счастье. Однако это не настоящее счастье в жизни женщины, согласитесь, да, настоящее счастье — это обрести человека, который действительно любит и который действительно дорог твоему сердцу. Но здесь именно карта флирта вышла. Она не знает, как правильно любить, и она никогда не знала любви настоящей, потому что ее никогда не любили. И поэтому она считает, что флирт — это самое интересное, что было в ее жизни. И именно поэтому большинство СМИ считают, скорее всего, ее легкомысленной, но здесь дело не в том, что человек сам по себе такой, она не знает, как по-другому, понимаете, вот в чем суть. А в чем ее личная драма? Паш мечей. Интересно, что здесь показан ребенок, девочка, но ребенок очень умный. На людях, вернее, людям и СМИ вообще, да, и всем нам в какой-то степени с какого-то определенного времени кажется, что Настя ведет себя несколько инфантильно, несколько дурашливо и действительно ведет себя как фрик. Однако в глубине души вот такая вот твердая, ясная девочка с открытым, ясным умом и сердцем. Внутри нее обитает умная, начитанная, которая умеет философски мыслить, интересно размышлять, с ней есть о чем поговорить. Она очень интересный собеседник, крайне ее очень сильно раздражает то, что о ней думают окружающие. И она считает так: если обо мне так думают, значит, нужно делать так, потому что по-другому в моей жизни уже не будет. То есть личная драма в том, что люди меня не познали настоящую. Люди не знают, какая я интересная, какая я умная, какая я начитанная. Люди думают, что я маленький ребенок, что я инфантильная, дурашливая женщина средних лет. Однако это далеко не так. Ее личная драма в том, что вот социум думает о ней так, а не иначе. Как я уже сказала, ей очень важно мнение людей окружающих, потому что это человек крайне неуверенный в себе, имеет определенные расстройства психологического или психопатического спектра. Мы сейчас увидим с вами далее. Были ли травмирующие события из детства Насти, которые повлияли на ее становление во взрослой жизни? Были ли какие-либо травмирующие события из детства Анастасии Волочковой, которые повлияли на ее становление в уже взрослой жизни? Были ли какие-либо травмирующие события из детства Насти, которые повлияли на нее в уже взрослой жизни, на ее становление, по крайней мере? Момент какого-то одиночества, момент, когда она была маленькая, когда перед ней стоял некий выбор, как одиноко в своем выборе. Нет ощущения поддержки, хотя вот в СМИ говорят то, что ее родители очень сильно поддерживали, да. Сливаю ресурсы не туда. Ну, все понятно, тут из-за мужчины, да. Из-за мужчины это было скорее не детство, это юность мне показывают, потому что я здесь вижу уже девушку половозрелую, да, которая сливает ресурсы не на того мужчину, и с которым все заканчивается. Как-то, вы знаете, как вот вспыхнула спичка, и все закончилось. Король кубков, который изменял, который ходил по разным женщинам. Это повлияло очень сильно на ее становление и вообще на общение дальше с мужским полом. Это не отец, это именно тот мужчина, который ей понравился, который ей приглянулся, да. По 20-му старшему аркану Страшный суд у нее были вообще совершенно другие представления о семейных ценностях, о семейных отношениях. Может быть, она посмотрела на свою семью, да, и действительно ей хотелось одного мужчину иметь в своей жизни, но я сливала ресурсы не туда, на того мужчину, который меня по карте Ворон обманывал, собственно говоря, да. Король кубков, который любил очень многих женщин, который перевел меня в состояние отшельника. Состояние отшельника — это когда человек испытывает сильный стресс и уходит в себя, загоняется. Ну и случается, конечно, башни, да, башни, когда вот просто вспыхнула спичка, и все, сейчас все загорится, и ничего не вернуть. Все мои воздушные замки и все бабочки, которые окрыляли меня в моем животе, глядя на этого мужчину, они рухнули, все мои мечты рухнули. Тут какой-то мужчина повлиял на ее становление, это было в юности. Это было, когда уже девушка была половозрелой, лет, может быть, от 15 до 18, скажем так, да, здесь молодость, юность, когда мы еще очень влюбчивая, когда мы переменчивы в своей любви, однако влюбилась она крепко и влюбилась не в того мужчину, который, к сожалению, ее использовал.
Здесь вот такое самое яркое травмирующее событие, которое повлияло на ее отношение к мужчинам, на отношение к семейным каким-то ценностям, да. Психопатические расстройства, психологические и психопатические расстройства личности Анастасии Волочковой. Какие есть психологические и психопатические расстройства личности у Анастасии Волочковой? Какие есть психологические, какие есть психологические и психопатические расстройства личности у Анастасии Волочковой? Пограничное расстройство личности, как я уже говорила. Да. Пограничное расстройство личности, неуверенность в себе, это уже психологический, да, момент. Пограничное расстройство личности, психопатический аспект. А здесь неуверенность в себе, как раздвоение меня, раздвоение личности. Я вроде бы одна, как единое целое, но я раздваиваюсь, когда присутствуют люди. То есть вот в присутствии людей она ведет себя несколько эксцентрично, странно даже, да, поэтому мы называем ее таким фриком современным. Хотя я так не считаю, я считаю, что просто у человека есть определенные проблемы, она не может с этими проблемами никому обратиться и высказаться, да, все то, что у нее в душе болит, то, что у нее ее гложет глубоко в душе, она никому не может этого рассказать. У нее по десятке кубков и по принцессе кубков нет родного человека, с кем бы можно было поделиться. Карта Солнца выражает пограничное расстройство личности, карта Сила говорит о неуверенности в себе и о страхах в глубине своей души, потому что девушка здесь держит на руке маленькую мышку. Она безумно ее боится, однако пытается преодолеть свои собственные страхи. Но мы, судя по ее розовым волосам, из розовых цветочков понимаем, что ничего у нее не получится. Двойка кубков – это я раздваиваюсь, когда вижу людей вокруг себя, потому что я как цепенею, и я не понимаю, что мне делать. Я веду себя странно. Как, знаете, как раздвоение личности. Я одна сама с собой, я одна со своими родными и близкими, я серьезная, я правильная, я интересная, интеллигентная женщина. А когда я появляюсь на людях, я веду себя вот как солнце, да? Карта солнца здесь в данном случае отображает ребенка, веду себя как ребенок, веду себя несколько инфантильно. И здесь я говорю, как раздвоение личности, пограничное расстройство личности и крайняя неуверенность в себе, в своих собственных силах и зависимость от социума. Вот здесь вот это есть, друзья. И нет рядом близкого человека, который бы поддержал, помог, успокоил и сказал, что Настя, ты такая классная, ты молодец, все хорошо, да, будь собой, будь такой, какой ты себя чувствуешь, да, какая ты сама себе нравишься. Но этого нет, к сожалению. Отношения Анастасии с отцом и с матерью. Отдельно сейчас рассмотрим. Отношения Анастасии Волочковой со своим отцом и со своей матерью. Отношения Анастасии Волочковой со своим отцом, пусть 2 карты будет, и со своей матерью. Отношения с отцом. Друг другу что-то рассказывают, да, вот карта мир, это ты для меня весь мир, я вот как от тебя опираюсь, как будто она опирается об него и он опирается, потому что они друг для друга опора, хорошие, чистые отношения. Единственное, всадник мечей, все-таки мечи у нас, да, очень много каких-то разговоров, говорит ей в основном отец, да, вот там, дочь, ты делаешь что-то неправильно, да, а что ее болезненно ранит, она это, конечно, воспринимает, потому что это отец все-таки, да, он говорит правильные вещи какие-то, вот, дочь, там, ты делаешь не так, вот ты это делаешь не так, да, там, остепенись, там, успокойся, все будет хорошо. Вот здесь какие-то такие правильные отношения. Я не знаю, к сожалению, сейчас жив отец или нет, я не посмотрела, прошу меня простить, напишите в комментариях, живы ли родители, но здесь отношения были именно такими, в любом случае, всегда доверительными. И он мог сказать ей все, что он думает о ней, но для того, чтобы она изменилась в лучшую сторону. То есть он действительно любит своего ребенка, но разговоры у них такие были достаточно жесткие в жизни, да. В какие-то моменты она на него обижалась, но она знала, что он ее опора, что он ее поддержка. И она его поддерживает точно так же, своего отца. Какие отношения у Анастасии Волочковой с матерью? Здесь что-то все прям тяжело, да? 20-й старший аркан колесо фортуны и карта смерть, как, знаете, как необщение. Необщение, как долгое необщение. Как здесь колесо фортуны выражает ад.
чистилище, вернее, да, не ад, а чистилище перед адом. Здесь девочка крутит колесо, кому что достанется в следующей жизни по карме. Здесь, знаете, как вот по карме досталось им обеим то, что вот они в прошлой жизни точно так же конфликтовали, воевали друг с другом, да, и здесь в этой жизни то же самое продолжается, они не хотят друг другу идти на уступки. Здесь как долгое время не общались или не общаются сейчас. Такие тяжелые отношения, как друг друга люди не понимают, не хотят услышать. Разные абсолютно люди по разные стороны баррикад стоят и друг друга не слышат и не слушают. Вот здесь с отцом более такие примирительные, доверительные, интересные отношения. Причина злоупотребления Анастасии Волочковой алкоголем. Причина. Понятное дело, что вот сейчас человек злоупотребляет. А в чем причина? Причины ведь могут быть разные. Просто так люди не прикладываются к бутылке. Причина злоупотребления Анастасии Волочковой алкоголем. Причина злоупотребления Анастасии Волочковой алкоголем. Сразу две плохие карты вышли, да? Луна, звезда, теневые аспекты. Что было внутри? Ребенок, от которого избавились. От которого сказали избавиться, либо как выкидыш, как, знаете, он не может держаться внутри меня. Я не могу удержать его внутри себя, как, знаете, вот как что-то с беременностью. Да, здесь что-то с беременностью, как уходит ребенок от меня, очень желанный, очень долгожданный, очень хочу его. Болезни репродуктивных органов тоже, да, здесь могут проходить. Очень желанный ребенок от короля кубков, от любимого человека. И я ухожу в себя после этого. Меня не трогайте, все, я для всех умерла. Тут какое-то саморазрушение идет, потому что я не смогла родить от любимого человека. Вот любимый человек в моей жизни, у меня даже мурашки пошли. Любимый человек в моей жизни, и что-то случилось с моим ребенком. Тут не аборт, тут все-таки что-то с ребенком происходит в утробе. Как уходит от меня ребенок, я этого не хочу, и я ухожу в себя, потому что здесь либо расстались с королем кубков, да. Тут, как еще видите, такие письмена на самой карте, как, может, друг другу писали долго потом, да. Такая романтика, какой-то романтика веет. И здесь все закончилось. Вот закончилось практически сразу после того, как ребенка не стало. Причина злоупотребления, вот как будто с этого момента что-то пошло не так в ее жизни. А здесь еще причина злоупотребления, вот по карте Луна, друзья мои, по карте Ворон, вполне может быть наложение какой-то порчи, какого-то негатива, магического и немагического характера, не обязательно магического, да, у нас есть негатив, который спокойно можно наложить на человека, который не силен духом вот в определенный момент, находится в нересурсном состоянии. И все, человек идет по наклонной. Здесь связано с ребенком, и вполне возможно, потом мы зададим чуть позже вопрос, были ли какие-то порчи, какие-то сглазы, хотя можем прямо даже сейчас задать вопрос, чтобы про него не забыть. Были ли какие-то порчи, какие-то негативные программы на Анастасии Волочковой, есть ли они сейчас на ней, да? Потому что я здесь вижу проблему вот с мужчиной, с ребенком. И по карте Луна мне не нравится очень. Сейчас я ее раскроем. Вполне возможно, что есть ли какие-то порчи, негативные программы магического, не магического характера на Анастасии Волочковой. Есть ли какие-то порчи, негативные программы магического, не магического характера на Анастасии Волочковой. Карта Луна и карта Солнца. Представляете, друг другу противостоят две сущности в одном теле. Противостоят две сущности в одном теле. Но здесь карта Солнца еще ребенка обозначает, друзья, да? Здесь действительно потеря ребенка была. Здесь, во-первых, две сущности в одном теле, как раздвоение личности. Я же говорю, здесь либо раздвоение личности, психопатическое расстройство, здесь либо есть подселенец по темному договору. Про темный договор мы сейчас посмотрим. Здесь что-то есть не то внутри тела, как две души. И здесь две души того, кого она потеряла, ребенка потеряла от вот этого мужчины, от любимого. Есть ли порчи, негативные программы? Любимый мужчина опять, да? То, что говорят за спиной. И карта Мир. Здесь явно есть другая сущность внутри.
Но здесь другая сущность, вот карта мира мне указывает на проблемы с головой, да, все-таки психопатического характера проблема. Именно психопатического, друзья. Я все-таки именно порчи, негативной магической программы не вижу. Я вижу все-таки именно расстройство личности. Вот когда вот мысли уходят от меня. Раздвоение личности, мысли уходят от меня. Вот видите, здесь тоже раздвоение личности, пограничное расстройство личности. После того, вот как мы расстались с моим мужчиной. После того, как я потеряла ребенка. Здесь что-то с ребенком, что-то с мужчиной. И что-то с головой потом пошло не так. Мы посмотрим про темный договор в любом случае, да, сейчас. Но здесь я все-таки именно порчи не вижу. Я здесь вижу две сущности в одном теле, но это как расстройство головного мозга. Употребляют ли наркотические вещества? Вот давайте посмотрим, потому что здесь могут проходить еще наркотики тоже. Какие-то легкие, тяжелые, может быть, вполне. Употребляет ли Анастасия Волочкова наркотические вещества? Употребляет ли Анастасия Волочкова наркотические вещества? Ну, есть такое, да. Вот здесь хотела вытащить вот карту, вот, кстати, про нее сейчас думала, да, про пажа Пентакли. Паж Пентакли человек неосознанный, да, не осознает, что делает. Вот как тут в сердце боль, в сердце какая-то утрата, в сердце ключ, в сердце тайна о чем-то. И вот я, как, знаете, не туда иду, не той дорогой иду, скажем так, да. Карта вожделения. Здесь есть употребление наркотиков, и после наркотиков есть какие-то связи. Не те, которые бы хотелось иметь. Знаете, вот как интим под эйфоретиками, да? Но здесь не от того, что этого хочется, а от того, что очень больно. Как, знаете, тут такая вот прям трагедия личная. Я ее не осуждаю ни в коем случае сейчас. Да, здесь личная трагедия, королева мечей, она это скрывает. Не хочу, чтобы кто-то знал. Мне стыдно. Не хочу, чтобы кто-то знал, мне стыдно, что происходит. Но я не могу сейчас от этого никак отречься, потому что вот это для меня весь мир. Если я не буду употреблять ничего, то я свихнусь. Есть ли у Анастасии талант балерины и дар от Бога? Есть ли у Анастасии талант балерины, дар от Бога? Опять эти карты. По 21-му старшему аркану есть-то есть. Это ее дар. Она сама умеет, она сама может, но как будто он от нее уходит в определенный момент времени, вот как раз вот после вот что-то случилось, да, внутри нее что-то надломилось. В момент моей самой тяжелой жизненной ситуации, в момент моей депрессии, карта Ворона, карта Звезда теневая, это момент депрессии, момент, когда во мне пусто в прямом и переносном смысле, от меня уходит мой талант. Я начинаю притворяться, я начинаю подстраиваться под публику, под людей, которые меня окружают, я начинаю мимикрировать. И я начинаю наблюдать, как они думают обо мне, что они думают обо мне, какого они обо мне мнения. Я вообще даже наполовину не делаю того, что я могу. У нее есть талант, несомненно. Это 100% у нее есть талант, несмотря на рост, вот на ее данные, да, говорили, то, что она по габаритам не подходит. У нее есть талант, это не все то, что я могу. Я скрываю половину под юбкой, да, вот здесь Луна, под юбкой женщина скрывает целый город. Вы даже не знаете, чего я могу. Сама, самостоятельно, у меня есть талант от Бога, дар. Карта Луна и карта Мир, 21 старший аркан. Однако я притворяюсь, я вообще не тот человек сейчас. И мне так просто, мне так легко, мне так легче жить. Глубоко несчастный человек, которому нужно помочь на самом деле. Заключение темного договора было ли у Анастасии Волочковой? Или она сама всего добилась? Популярный вопрос просто, друзья, я не могу не уточнить о нем, да? Заключение темного договора было ли у Анастасии Волочковой? Было ли у Анастасии Волочковой заключение темного договора, с помощью которого она смогла продвинуться на большой сцене? Опять, знаете, карты выходят. Тут говорится о том, что если бы было, я бы пошла дальше, да?
Я бы так не притворялась. И я не вижу тут заключения темного договора. Я вижу, что у нее есть своя тайна просто. Карта Луна здесь не такая плохая, как вот вторая, которая выпадала нам первый раз, да? Здесь Луна говорится все-таки о том, что у меня есть свои тайны под юбкой, я их храню, поэтому я мимикрирую, подстраиваюсь под людей, а в душе у меня такая боль, такая тоска, такие переживания у меня. Из-за короля Пентаклей, из-за мужчины или из-за мужчины в целом, из-за того, что не могу найти себе партнера, да, по жизни, потому что я очень хочу, ты лучшая карта, я очень хочу, и в любом мужчине, в каждом мужчине воспринимаю его как потенциального партнера, говорю, ты лучший, ты мой самый любимый, ты мой самый родной, у нее нет заключения темного договора. Как ни странно, нет. Восьмерка кубков, знаете, здесь женщина отрезает себе волосы. Когда мы отрезаем себе волосы, волосы это накопитель информации, да, это очень важный аспект. И когда мы идем к парикмахеру и говорим, состригите все нафиг, да, поменяйте цвет волос, значит, что-то у нас в жизни происходит, либо хорошее, либо плохое, да, и мы хотим все поменять. И вот здесь, как я бы себе состригла волосы, не в буквальном смысле, да, я бы вот вообще все поменяла в этой жизни. Нет, тут заключение темным договором мне не пахнет, да, тут единственная карта Луна, но это ее секреты, это ее тайны. Ее тайны, вот что-то вот связано, вот репродуктивные органы, сексуальная жизнь, жизнь неудавшаяся, да, интим под эйфоретиками, под какими-то, возможно, но не то, чем она хочет сейчас жить, чем она хочет заниматься, она хочет семьи, это однозначно, но у нее не выходит, не получается, она страдает. Я здесь заключение темного договора не вижу, я его вижу сразу по картам. Действительно ли Анастасия самостоятельно выбрала свой путь в жизни и в 5 лет решила стать балериной? Этот вопрос был к тому, что если бы заключала она темный договор, возможно, вполне, что могли заключать договор за ребенка родители, да, но я не вижу здесь заключения темного договора. Действительно ли Анастасия Волочкова самостоятельно выбрала свой путь в жизни и в 5 лет решила стать балериной? Это очень важное решение для ребенка в 5 лет. Если она действительно сделала это в 5 лет, значит, она была глубоко осознанным человеком, кем сейчас является, просто притворяется. Да? Действительно ли Анастасия самостоятельно выбрала свой путь? Мечты, да, самостоятельно. Туз мечей мечты, я не знаю, куда они меня приведут, но это мои мечты, и они стоят на слоне, значит, они стоят твердо, и я уверена твердо в принятии своего решения. Но слишком много сил я туда отдала, слишком много сил я вложила, как будто бы меня не приняли так, как должно принимать. Вот я не вписалась в труппу вот эту, да, в балетную труппу, скажем так. Меня не приняли как будто бы как свою. Я ожидала совершенно другое. Это мне больно, так мне больно от этого. Я не такая, как все, я не такая вот, как там все другие. Мои мечты повисли на мне тяжелым грузом. И я вроде бы улыбалась и смеялась на людях, но на самом деле мне было больно, десятка жезлов. Мне приходилось нести на себе это в физическом. Карта у меня упала. Смотрите, здесь дело в чем? Дело в том, что меня не приняли такую, какая я есть. Я из-за этого очень расстроена. То ли вот после беременности что-то со мной, у нее беременность же еще была, да, рядом, у нее есть дочка. То ли после беременности со мной что-то уже было не так, и меня не приняли, мне говорили, что вот я не такая, как все. Меня это очень сильно расстраивало, угнетало. Она действительно приняла самостоятельное решение о пути балерины. Действительно в маленьком возрасте, потому что туз мечей показывает воздушные замки, о которых могут мечтать только дети, но потом что-то пошло не так. Да, и я потонула в своих собственных мечтах, чувствах и эмоциях. Я осталась одна, туз кубков. Очень много эмоций, очень много эмоционирует, как будто очень много ресурсов сливает, либо с кем-то ругается, с кем-то спорит, кто-то ее не любит, ее как будто вот сильно не любили, сильно не принимали. Да, она была как вот карта повешенной, как младенец, как дитя, как новорожденный, как эмбрион. Она была в каком-то зачаточном состоянии, либо она не была так умела, не была такой умелой балериной, как все остальные, либо ей так говорили, что она впадала в жертвенность, в состояние виктивности и думала, ну я не такая, как все, я так не могу, я так не умею, однако пыталась бороться. Самостоятельное решение было, она очень хотела балериной стать. Как Анастасия Волочкова попала в Мариинский театр? Почему ее туда взяли, если не хотели туда ее брать? Потому что говорили о том, что она ни ростом не подошла, ни двигается непрофессионально, как танцовщица. Как Анастасия Волочкова попала в Мариинский театр? Почему Анастасию Волочкову взяли в Мариинский театр?
почему Анастасию Волочкову взяли в Мариинский театр. Проявила какую-то силу воли, свой характер, показала то, что она вот не показывала, может быть, как-то на репетиции она, ну вот на кастинге, да, когда приходишь, не на репетиции, на кастинге, может быть, показала себя не в полную силу, да, потом показала свою силу, скажем так. Вот снова вот у нее что-то болит. Вот знаете, вот область живота, вот эта карта, прям ее область живота, область гениталий, репродуктивных органов, как будто болит чакра, вот эта вторая половая чакра Сватхистана. И она пытается заглушить эту боль какими-то связями неправильными. Здесь еще про неправильные связи. Неправильная связь, здесь может быть неправильная связь из-за того, что была какая-то неправильная связь, когда она пришла в Мариинский театр. Ее приняли из-за какой-то неправильной связи. Подарили ей воздушные замки. Вот ты будешь такой, вот ты будешь там примой и так далее, я тебя сделаю примой. Здесь как вот мужчина не выходит у меня, но здесь слон в виде мужчины. Мужчина, вернее, в виде слона. И здесь, как знаете, из-за какого-то мужчины. Как мужчине она понравилась какому-то. Потом, конечно, ее талант раскрылся, они ее увидели во всей красе. Но вот здесь как кто-то принял из-за того, что вот ей, как, извините меня, да, как переспать пришлось, да, что-то неправильное пришлось сделать, чтобы ее приняли. Почему Анастасию Волочкову уволили из Большого театра? Причина. Почему? Почему Анастасию Волочкову уволили из Большого театра? В чем причина? Смена настроения, либо, знаете, биполярка, либо смена настроения, либо когда вот я один день пью, другой день не пью, вы знаете, как приходит в каком-то невминозе, состояние вминоза, состояние невминоза, как, знаете, как все надоело, балансирует между, вот как качелеобразное такое состояние, и она качелеобразно себя ведет непрофессионально, скажем так, да. Посмотрите, эта карта постоянно выпадает. Вот обратите внимание, сколько не мешаешь, эта карта выпадает постоянно. Здесь еще карта звезда, какие-то внутренние переживания, расстройства. Вот, ну, тут про депрессию, да, тут уже больше баланс, и карта звезда вместе, здесь уже как не физически, а карта внутреннего расстройства. Я не могу нормально существовать профессионально, в профессиональной сфере, вместе со всеми наравне, потому что меня что-то внутри расстраивает, очень сильно утяжеляет меня мой характер, и из-за этого меня не принимает моя труппа балетная. Я тону в своих эмоциях. Опять эта карта вышла. Я сама себя не ощущаю, сама себя не вижу и сама с собой не могу найти контакт. И поэтому со мной не могут найти контакты люди, окружающие меня, и, соответственно, меня из-за этого убирают. Потому что я веду себя несколько неадекватно, несколько противоречиво. Боятся за то, что я что-то сделаю не так. И здесь еще императрица, как подарить надежду, подарить жизнь, подарить мечты, как будто, знаете, как она родила, как когда полнеет человек, да, после родов. Здесь как родила после тяжелых родов, как пополнела, характер плюс ко всему такой непростой, да, как будто она бунтовала. И здесь вот как вот по поводу фигуры что-то. Что-то по поводу фигуры, но это было не главное. Вот по принцессе жезлов это не главная фигура. Главное вот первые три карты, да, то, что она там что-то вот чудила. Была то в настроении, то не в настроении. Может быть, у нее дома был какой-то раздрай, да, и она это все спускала, скажем так, на сцену. А этого, конечно, в профессиональной сфере Большого театра не терпят. Сулейман Керимов, как Анастасия Волочкова сама его называет, главный мужчина в ее жизни. Сулейман Керимов, как данный человек повлиял на судьбу Анастасии Волочковой. Это очень важно понять тоже, чтобы раскрыть суть проблемы, суть трагедии человека, да, коли уж мы с вами собрались сегодня все-таки на такой более психологический анализ человека. Сулейман Керимов, главный мужчина в жизни Анастасии Волочковой, как она сама его называет, как данный человек повлиял на судьбу Анастасии Волочковой. Как Сулейман Керимов повлиял на судьбу Анастасии Волочковой. Он в ее сердце.
И если он придет к ней когда-нибудь или пришел бы к ней когда-нибудь, она бы приняла его, да, потому что вот воспоминания о нем живут в ее сердце. Туз жезлов, он мой самый любимый, самый страстный, самый интересный, самый классный, самое яркое событие, которое было в моей жизни. Я его храню глубоко в своем сердце, никому не отдам, никому не позволю затронуть эти воспоминания каким-то недобрым словом. Вот здесь почему-то вот она его прям воспринимает как действительно главного человека в своей жизни, потому что сразу вышел туз. Как Сулейман Керимов повлиял на Анастасию Волочкову. Но знаете, это такие отношения абьюзера и жертвы. А Настя очень хорошо подходит под статус виктимности, под статус жертвы, потому что она, во-первых, она его любила действительно, да, и ключик у него хранился в кармане от ее сердечка. Она была его принцессой жезлов, все, сердечко на замочке, да. Обратите внимание, сколько ключиков, сколько ключей, везде ключи, да. Ключи на принцессе жезлов, на карте дьявол и на карте туз жезлов. У меня ключи от всех твоих дверей, то есть он как ей управлял, как, знаете, как манипулировал грамотно. А она как вот эта ворона под колпаком, слушалась его все время. Но он тоже испытывал к ней такие сильные чувства, но это не то чтобы любовь, а чувство обладания, наверное, этим человеком. Вот ты у меня есть в клеточке, в золотой, и все прекрасно. Отношения тирана и жертвы. Но здесь жертва не сопротивляется. Император, да, он был главный мужчина в ее жизни, действительно. Главный, стабильный, она хотела с ним стабильности. Как на нее повлиял, до сих пор она о нем вспоминает, до сих пор у нее болит в душе, внутри то, что у них как-то не сложилось. Не сложилось из-за чего? Сейчас посмотрим. Да, здесь королева Пентаклей берет на руки рысь или кошку и говорит: ты мой самый родной, ты мой самый близкий человек. Я могу доверить тебе все свои секреты, все свои тайны. С тобой я чувствую стабильность. Вот здесь маг, именно стабильный мужчина в жизни, у которого есть все, который не хочет больше ни к чему стремиться. Вот если бы ты со мной остался, я бы просто родила от тебя детей бы, да, и просто бы забросила карьеру даже ради тебя. Здесь вот об этом речь. У меня вопрос. В СМИ обсуждали то, что именно мама Анастасия повлияла на расставание Сулеймана Керимова и Анастасии Волочковой. Действительно ли мама Насти как-то разрушила отношения Сулеймана Керимова и Анастасии Волочковой, или как-то само собой получилось? Действительно ли мама Анастасии Волочковой разрушила отношения Анастасии Волочковой и Сулеймана Керимова? Здесь женщина виновата, да, конечно, императрица. Мама, сразу выходит императрица. Императрица, которая хочет другого для своей дочери, да? Хочет и как будто напрямую не то, что не говорит, а как будто вот у нее свои мысли какие-то в голове, у нее какие-то свои планы, какие-то свои цели на дочку, да, здесь сразу выходит мама. Так как мы задаем вопрос про маму, здесь сразу мама и выходит, которая повлияла, собственно говоря, на их отношения, на отношения Насти, на отношения Сулеймана, хотя Настя была сама уже взрослой женщиной. Повлияла на отношения дьявола и на отношения принцессы жезлов. Потому что мама тоже считала, что это нездоровые, плохие, больные отношения. Однако кто его знает, может быть, Насте было бы хорошо в этих отношениях, да? Неважно, да, что происходит. В отношениях наших детей важно, главное, как они себя ощущают в этих отношениях. Они личности, они отдельное целое. Понятное дело, что мы для своих детей хотим всего самого хорошего, однако здесь вот она, конечно, влезла так не очень красиво, скажем так. Как будто что-то наговорила, или как будто что-то, вот какую-то информацию слила, что-то сказала. Возможно, сказала о том, что Настя ему как-то изменяет, потому что здесь карта Солнца, карта изменяет девушка, солнышку, да, смотрит в другую сторону. Да, как будто она тебе изменила, либо как будто что-то умерло внутри нее. Тут вот как ребенок, как выкидыш. Помните, мы говорили про выкидыш, как будто выкидыш был от него. Как будто что-то, либо отношения отжили себя, да, потому что она изменила, либо вот что-то внутри нее умерло. И этому поспособствовала мама. Следующий мужчина в ее жизни — это Игорь Вдовин, ее муж, ее супруг. Игорь Вдовин любил ли Анастасию Волочкову? И почему пара рассталась так быстро? Игорь Вдовин. Игорь Вдовин любил ли Анастасию Волочкову на самом деле? Или преследовал какие-то свои меркантильные интересы к Насте?
Игорь Вдовин любил ли Анастасию Волочкову на самом деле? Нет. В данной колоде две карты влюбленных. Одни влюбленные безумно любят друг друга. Обратите внимание, что девушка здесь отворачивается от парня. Девушка может быть как женским персонажем, так и мужским персонажем. На картах вообще нет у нас какого-то определенного пола персонажа, если только это не карты двора, друзья. В старших арканах как бы мы можем менять местами этих людей. И поэтому здесь карты влюбленные — это как чемодан без ручки. И выбросить жалко, да, и существовать с этим человеком больше невозможно. Здесь не пахнет любовью, здесь пахнет какими-то изменами на стороне, со стороны мужчины, какими-то манипуляциями. Вот видите, он ее удерживает, она хочет от него уйти, а здесь как он манипулирует этим человеком, да. Игорь Вдовин любил ли Анастасию Волочкову? Жена, понятное дело, да, императрица. Но она не то, что как главная женщина в его жизни, она как давала ему что-то, да, что-то могла она ему дать. Вот она мне что-то может дать, чтобы мне не погрязнуть в чем-то, то ли в долгах каких-то, то ли еще в чем-то, да, вот как она мне может подсобить. Да, и потом я уеду. Шестерка мечей, потом все, я скроюсь, когда вот она мне даст то, что мне нужно, я потом уеду. Он уже заранее знал, то, что у него как-то такой план, да, вот как у такого хитрого человека. Почему пара рассталась так быстро? Ну, я думаю, здесь понятно, что инициатором все-таки скорее был мужчина, да, он получил то, что нужно, и ушел восвояси. А правда ли, что Игорь Вдовин задолжал крупную сумму Анастасии Волочковой и не хочет ее отдавать? Ну, там либо не хочет ее отдавать, да, либо он как-то отсудил эту сумму. Я, к сожалению, не помню точно, как там было. Как говорят в СМИ, по крайней мере. Но правда ли это? Правда ли, что Игорь Вдовин задолжал крупную сумму Анастасии Волочковой и не хочет ее отдавать? Правда ли это? Правда ли, что он должен Насте денег? Крупную сумму. Туз Пентаклей, правда, да. Правда. Семерка жезлов. Тут как не то, что Настя не знала об этом, и не то, что она ему в долг дала, а как будто бы он вот как-то забрал так, что она вот даже не предполагала, что он заберет. Тут как не совсем о долге, а о том, что как вот честно нажито, честно забираю. Понимаете, не то, что не хочу отдавать, я не имею смысла отдавать. Вот здесь как не совсем о долге, но здесь, да, для королевы кубков, для какой-то другой женщины, для любимой женщины, для своей, для того, чтобы жить с другой любимой женщиной. Здесь интересно. Королева кубков — это любимая, желанная женщина, а Настя нелюбимая и нежеланная. Вот Настя, как по семерке жезлов, не понимала и не знала, что произойдут такие обстоятельства, что он у нее по тузу пентаклей заберет вот что-то вот. Туз пентаклей — это шанс, деньги, ресурсы, да, дерево растет из человека. Да, как-то хитростью, карта кот, как-то хитростью выманил или как-то через суд, вот что-то здесь вот нечисто, понимаете? Действительно ли между Анастасией Волочковой и голливудским актером Джимом Керри был роман? Был ли действительно роман между Анастасией Волочковой и голливудским актером Джимом Керри? Или это был просто слух какой-то, вброс в СМИ? Тут вот знаете, как восьмерка мечей, я на тебя смотрю издалека, и вот мне нравится вот как сила, внутренняя сила женщины, да. Действительно, вот она ему понравилась, вот чисто вот внешне, как это все красиво выглядит. Как будто вот Джим Керри, он действительно видел ее где-то издалека, может, по телевизору, да, может быть, встречались они даже. Здесь вот как запало в сердце, запало в душу, как какая-то родная. Ну, флирт здесь какой-то был, да, такой намек, скажем так, на какие-то романтические отношения, как-то это все в тайне, как-то это все по-быстрому, вожделение, флирт, какая-то страсть. Но здесь все осталось вот так вот в закрытом, зачаточном состоянии, здесь не было никакого интима, здесь не было никакой романтики особой, скажем так, да, здесь был какой-то флирт, вот, как, знаете, как понравилось ему, вот как она выступает, вот как чисто женщина, как визуально. Как будто они даже виделись. По десятке пентаклей как будто виделись вот у нее на родине. Ну вот как в Россию он когда приезжал, не знаю даже как это объяснить, да, вот здесь как вспыхнула какая-то страсть, но все так и осталось в этом состоянии. Я здесь не вижу романа какого-то яркого, я здесь не вижу каких-то ярких встреч.
Это такой немножечко все-таки слушок, который распиарили в СМИ. Хорошо. Отношения между Никитой Джигурдой, тоже такой странный персонаж, и Анастасией Волочковой. Что вот в жизни Анастасии Волочковой делает Никита Джигурда? Он ей помогает или наоборот, он ее тянет вниз ко дну, ведет к деградации? Отношения Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой. Как на Анастасию Волочкову влияют ее отношения с Никитой Джигурдой? Давайте вот так вот уточним. Как на Анастасию Волочкову влияет ее отношения с Никитой Джигурдой? Ну, что-то они под кайфом вечно, да, семерка кубков, это такие вот, как два бездельника встретились. Я не говорю, что она бездельница, я говорю, что вот он-то точно там, да, что-то кайфажорит от ее ресурсов, его прям тянет к ее ресурсам, вернее, к ее ресурсам. Они как вечно под каким-то вот какой-то эйфорией, да. Как отношения Никиты Джигурды к Анастасии Волочковой влияют на нее, на ее становление личности? То, что всегда хотелось попробовать, но как-то не могла, как-то было под запретом, что ли. Или как будто бы с ним я делаю то, что вот никогда в своей жизни не осмелилась бы сделать, знаете. Ну да, здесь какие-то такие отношения, не друг, подруга, а после этих отношений, вот как, знаете, как перепила очень сильно ночью, а утром встала, думаешь, блин, что я сделал? Вот что я сделала? Да, вот знаете, после этих отношений хочется отмыться на утро, а потом снова гуляй, страна огромная. Тут, знаете как, тут всадник Пентаклей и шестерка жезлов показывает, что она ездит на нем, да, ну вот как и женщина ездит на мужчине, как будто она им манипулирует. Но я вижу, как будто бы вот не женщина им манипулирует, а как будто мужчина, наоборот, женщина манипулирует, только он в образе женщины. Почему? Потому что хочет потреблять вот этот ресурс как женщина эмоциональный. Вот здесь как он манипулирует Настей. Для чего-то она ему нужна, для каких-то целей, скажем так, да. А Настя такая, ну вот он же мой друг, да какой он друг здесь? Про дружбу вообще речи никакой не идет. Здесь у него какие-то свои хитрые планы, хитрые какие-то цели, он не такой простой человек, каким кажется, он не такой дурачок. А ее обмануть сейчас очень легко, потому что она находится не в ресурсе. Главная мечта Анастасии Волочковой. Главная мечта Анастасии Волочковой. Главная мечта в жизни Анастасии Волочковой. Опять тайна какая-то. Император. Быть супругой, но карта Луна не тайна, она говорит, как будто бы этой мечте не суждено сбыться больше. Чтобы у меня был настоящий мой император. Их много, что-то вот они все говорят, двойка жезлов. Можно перебирать их день и ночь, как будто много. Но вот того самого императора нет. Мужчина, да, семья, десятка кубков, семья. Пусть я буду не похожа с ним, пусть у нас будут разные характеры, но я хочу семью. Десятка кубков – это полноценная семья с ребенком. Вот сейчас из яичка тут вылупится птенец или полуптенец, получеловек, да, здесь вот полуптички, полулюди на карте. Десятка кубков – это одна из самых лучших карт в колоде, которая выражает семью двух непохожих друг на друга персонажей, но тем не менее любящих друг друга. А я как отвернута от этого. Мне как будто не дают. По карте Солнца еще может быть, что она понимает, что это ее какая-то карма, что это ее судьба, и что вот у нее по-другому в этой жизни больше не будет. Но она сама не хочет над этим работать, да, сейчас, потому что она как сама на себя забила, грубо говоря. Да, семья, что из меня что-то путное еще вырастет. И что-то вырастет, это еще значит, что я могу забеременеть, родить ребенка, да, вот почему-то здесь вот об этом. Самая главная мечта – это семья, быть любимой и любить. Кто подготовил для Анастасии Волочковой ее шоу «Одержимость»? Очень такое странное шоу. Имеет ли данное шоу некую мистическую подоплеку и цель этого шоу? Давайте узнаем. Кто подготовил для Анастасии Волочковой? Кто подготовил для Анастасии Волочковой ее шоу «Одержимость»? Кто подготовил? Имеет ли данное шоу «Одержимость» какую-то мистическую подоплеку и цель этого шоу? Кто подготовил для Насти шоу «Одержимость»? Какой-то мужчина. Мужчина, причем, который
какие-то отношения с этим мужчиной. Вот какие-то отношения, которые являются тайными и несколько неприятными для Насти. Здесь вот король кубков, у него не одна такая, несколько неприятные отношения для нее, как какой-то мужчина подготовил. Вот тайные отношения. Здесь так интересно. Мистическая подоплека. Здесь карта Луна уже говорит, что здесь какая-то нехорошая, да, нехорошее, скажем так, веет от этой одержимости, от этого шоу, даже само название. Если мистическая подоплека, есть карта маг, да, сразу мистика, карта маг, то, что спрятал король Пентаклей. Здесь, очевидно, какой-то мужчина постарался для нее, мужчина, с которым у нее есть какие-то интимные отношения, но о которых она не хочет говорить, потому что вот почему-то он ей неприятен, хотя вот она с ним спит, да, извините за выражение. Мистическая подоплека есть. И цель шоу «Одержимость» собрать побольше какой-то энергии, чтобы слили свою энергию люди, собрать побольше энергии негативной, потому что шоу называется «Одержимость», и там как будто много негатива должно, много гаваха. По пятерке пентаклей много душевной нищеты собрать. Тут мужчина непростой, он связан с вот этим темным миром. Она, кстати, этого не совсем понимает. То, что вот ее шоу, оно что-то, оно какое-то неправильное. Она этого не совсем понимает. Будущее Анастасии Волочковой. Будущее Анастасии Волочковой. Давайте работа, любовь и здоровье. Будущее Анастасии Волочковой. Давайте вот на этот год, да, до конца 2024 года. Будущее Анастасии Волочковой. Работа, любовь и здоровье. Работа, любовь. Что-то как начало чего-то нового, но в неправильном ключе. Вот здесь, как знаете, тут даже не совсем про работу. Тут как какие-то всплывут не очень хорошие моменты, которые, наоборот, послужат ей каким-то негативом, да, скажем так, на ее профессиональную деятельность, как вот по чакре Сватхистана, по дьяволу, как какие-то ролики неприятного содержания, да, которые покажут ее с несколько инфантильной стороны, которые повлияют на ее становление на работе, как будто ее кто-то обманет. Причем вот обман здесь, да, тоже в любви, сразу обман в любви. Некий король мечей ее очень сильно обманет, очень сильно ранит ее чувства, а она влюбится в этого короля мечей, это будет в этом году. Она влюбится в короля мечей, который ее обманывает. И вот здесь вот может быть, скорее всего, что, вы знаете, как слил какие-то ролики с ней, а это повлияло на ее становление, на ее карьеру. Вот здесь вот что-то нехорошее. Со здоровьем что будет? Во-первых, депрессия, да, карта отшельник. Карта шестерка жезлов. Здесь все-таки жезла, она будет стараться как-то себя, не то что, как она, знаете, как пойдет на какую-то реабилитацию, как лечит себя, как реабилитацию психологу, психотерапевта. Я хочу вылечить себя, хочу избавиться от этого. Все-таки сила мне остается, да, несмотря на то, что она уходит в какую-то депрессию, вам не осталась сила, чтобы вылечить эту депрессию. Как будто будет стараться лечиться. Вот тут такое ощущение. Друзья, если у вас есть вопросы по Анастасии Волочковой, пишите, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Я сделаю короткий шот-видео на ваши вопросы с ответами. Соответственно, напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. Также у меня есть обучение на картах Таро. По вопросам обучения, обрядов, личных раскладов прошу обращаться ко мне в личку. Личка указана в комментариях под любым видео, друзья. Я вас очень люблю и до новых встреч!